Так, сейчас всех подключаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветик, приветик. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте, здравствуйте. Да, Ольга Александровна. Как ваши дела? Все хорошо, спасибо большое. Сегодня очень мощный энергетический день. Он считается, вообще, наверное, одним из самых мощных энергетических дней, лунных дней. И сегодня очень многие астрологи, астропсихологи, астрофилософы, и такие тоже у нас есть, говорят о том, что вот как раз энергия сегодня и Вселенная сегодня вообще очень сильно откликается. Поэтому сегодня очень важно создавать какую-то, прям действительно для себя какую-то цель, очень важную, да, находиться в медитациях, тоже очень важно, представлять себе, визуализировать что-то, это тоже очень важный компонент. И просто сегодня любой проект, о котором вообще вы будете думать, любой проект, который будет у вас, вдруг появится у вас в голове, то, что вы хотите реализовать, то, что вы, может быть, давно мечтали реализовать, вот он, начиная с сегодняшнего дня, может действительно уже приближаться к тому, что вы это сможете осуществить. Потому что вот намерение, если есть особенно серьезное, то тогда, конечно, все ваши проекты, все ваши цели, они все осуществимы. И очень хорошо сегодня также не просто заниматься какой-то визуализацией или там фантазировать. Можно делать разные практики, можно делать, например, есть такая практика, я вам рассказывала, не помню или нет, но еще расскажу, есть такая практика, называется практика стакана воды. Значит, практика стакана воды, что это такое? Это когда вы формулируете свое желание, свою фантазию, пишете ее на листочке и наливаете в абсолютно прям прозрачный стакан, то есть без всяких рисунков, без всего, просто прозрачный стакан чистой водички. Это может быть вода, но это должна быть не кипяченая вода, это должна быть живая вода. Ставите и просто представляете, как вот это желание, ставите именно на эту бумагу с этим желанием стаканчик воды и представляете себе, как это желание проникает в эту воду, как вода наполняется и насыщается энергией этого желания, и затем вы выпиваете этот стаканчик воды и, собственно говоря, ложитесь спать, потому что эту практику нужно делать вечером, перед сном желательно. По моему опыту, поскольку я это делаю достаточно долго уже и практикую это достаточно долго, я могу сказать, что, в общем-то, все осуществимо, действительно. Но главное – это намерение. Понятно, что это ритуал, понятное дело, что здесь, если же говорить уже научным языком, что здесь больше работает мозг у нас, и мы подключаем просто все анализаторы, мы подключаем нашу фантазию и наш эмоциональный мозг, так называемый, да, эмоциональный интеллект, и создаем действительно такую вибрацию, да, высокую, которая действительно начинает работать на положительный, на какой-то позитивный результат. Если говорить, то есть отвлечься от всех этих ритуалов, магии, и астрологии и так далее. Здесь все работает, потому что мы просто демонстрируем нашему мозгу, что у нас есть намерение, что у нас есть цель, мы четкую цель эту ставим, и мы в нее вкладываемся. А самое важное, чтобы на самом деле вы, когда сделали бы эту практику, чтобы вы не продолжали, знаете, чувствовать прям такую супер важность того, что вы там сделали. Да? Сделали практику и отпустили. Вообще любая цель, которую бы вы только себе там не придумали, она должна быть вами сформулирована, должно быть четкое желание и вера в то, что это осуществимо, но это не должно быть прям для вас идеей фикс. То есть всегда, когда вы формулируете какое-то желание, вы его что делаете? Вы его отпускаете, да, то есть вы сделали все, вы сделали запрос, у вас есть эта цель, и все, и вы отпустили, пусть это желание летит,
И далее уже будете смотреть, что будет происходить в вашей жизни. То есть супер важность нужно снять. В момент, когда вы загадываете желание, вы, конечно, вкладываете в это свое намерение, да, свою энергию, и не более. Все, супер важность этого желания нужно снять. Пусть все это осуществится, и отпускаем, и как бы про это, можно сказать, даже уже не думаем. То есть просто отпустили, и все. Пусть это все уже само по себе как-то там происходит. Вот так работает у нас наша зеркальная вселенная. Вот такой сегодня энергетически очень важный день. И, собственно, этот день не только для того, чтобы чтобы мы могли что-то сформулировать, какое-то желание или какую-то цель, я уже говорила, но этот день еще очень хорош для того, чтобы с чем-то расстаться, да, то есть, например, отдать кому-то какие-то свои вещи, да, или помочь кому-то, потому что, вы же понимаете, приходит туда, где есть свободное место. Для того, чтобы что-то взять, что-то для себя, надо обязательно что сделать? Нужно обязательно с чем-то расстаться. И если у вас в руках, например, 2 чашки с водой, да, то скажите, пожалуйста, как можно взять 3-ю? Никак, да, практически никак. Для этого нужно поставить 1 чашку, убрать ее и уже потом в руку взять, да, точно так же и с этой рукой. Поэтому обязательно для того, чтобы что-то привнести в свою жизнь, нужно с чем-то расстаться, дать место новой энергии. Именно поэтому я всегда говорю, например, когда мы говорим о чистоте, о порядке, что почему комнаты должны находиться, например, в порядке, почему квартира должна находиться в порядке и должно быть, такое, знаете, минимальное количество вещей, да потому что каждая вещь несет свою энергию. И если у нас хлам, если у нас вещей очень много, лишних, ненужных, то на самом деле у нас и энергии там нет, потому что каждая вещь забирает на себя энергию, потому что каждая вещь тоже имеет свою энергию. И стало быть, в тех домах, в которых что-то навалено, и не хочется, никто ничего не разбирает, энергии не так много. Поэтому, освобождаясь от лишнего, прям убирая из своей жизни какие-то лишние вещи, выбрасывая ненужные бумаги, просто отдавая те вещи, которые уже вы не носите, например. Желательно, чтобы вы эти вещи отдавали с чистой душой. Не то, что сейчас я пришлось отдать. Да нет, не потому что Ольга Александровна сказала, и тогда будет вам счастье. Конечно, не про это. Но это очень важно для того, чтобы действительно дать место чему-то новому. Вот в этом смысле очень хорошо делать уборки, очень хорошо освобождаться, и я вам этого сегодня желаю. Если у вас будет время, найдите, пожалуйста, возможность и просто разгребите все свои дела. Постарайтесь, может быть, даже закончить те дела, которые у вас накопились, какие-то маленькие делишки такие, совсем небольшие, хотя бы с этого начните, и вы почувствуете, что к вам придет энергия. А когда есть энергия, тогда есть, собственно говоря, силы на то, чтобы творить, силы на творчество ваше дальнейшее, на ваше мастерство, на ваши какие-то проекты, соответственно, которые вы хотите реализовать, новые проекты, те, которые вы уже начали. Поэтому дайте возможность себе чувствовать себя энергетически свободными. Стало быть, почистите сегодня все. И будьте сегодня добродушны. Если вдруг вы с кем-то поссорились, постарайтесь помириться. Если вдруг, вы нагрубили своей маме, да, то постарайтесь извиниться перед ней. Вообще, скажите друг другу, что вы любите друг друга. Вот это будет очень важным компонентом сегодняшнего дня. То есть сегодня очень такой, знаете, хороший день для того, чтобы, особенно хороший день для того, чтобы сформировать вот такую, знаете, позитивную, какую-то положительную историю своей жизни и с этой историей пойти. Поэтому желаю вам в этом удачи. Если будут какие-то у вас вопросы, то, соответственно, мне задавайте, пишите мне в личку, и мы с вами про это поговорим. Договорились? Почему это
ну, я так с этого начала, потому что все это все равно про эмоции, все равно это все про наши чувства, все равно это все энергия, потому что и эмоции, и чувства, это все равно процесс, который, ну, такие энергетические процессы, которые происходят у нас внутри. И которые, собственно говоря, вовне мы демонстрируем. И получаем мы тоже эту энергию от других людей. Поэтому это очень важная тема. И поэтому как бы мне хотелось бы, чтобы вы это имели в виду. Окей? Супер. Макс показывает, что ему супер. Вообще классно. Отлично. Вопросы? Есть? Все ясно, понятно. Все понятно. Отлично. Вот, наслаждайтесь пока, наслаждайтесь тем моментом, что сейчас у вас есть момент передышки. Ну, все равно в любом случае, когда, ребят, нам дается вот что-то такое, надо использовать это во благо, в своих каких-то целях, да, потому что, значит, такой тайм-аут для того, чтобы вы что-то поднабрались и потом уже даже побыли просто вот в этой зеленой зоне, да, которая такая вот немножко спокойная, с низкой энергией, но при этом она достаточно там хорошее ощущение дает. Договорились? Ну и всегда сможете в желтую перейти. Вот, я очень этого вам желаю. Окей? Возьмите себе привычку трансформировать и учитесь вот с этими эмоциями работать. Хорошо? Вот, а я вам в следующий раз будет интересно. Я вам в следующий раз буду продолжать рассказывать про как бы эмоциональные всякие состояния. Мы заглянем с вами в подсознание и будем работать с метафорическими картами. Я вам покажу, как это интересно, насколько это интересно. И очень надеюсь, что это будет у нас все-таки уже очно. Вот, и очень надеюсь на это, потому что все-таки хотелось бы, чтобы... Ну, даже если будет не очно, а онлайн, то я вам абсолютно точно дам интересную технику, как можно определить еще там, ну, свое состояние, потому, ну, через подсознание. Окей? Угу. Окей, вопрос. Давай, да. Вот это там, где мы брали бумажку, заряжали ее своими Да. Стакан воды, да. Это все жали в конце дня, перед сном это все выпивали. А с бумажкой что делать? Оставляем ее до тех пор, пока не сбудется. Да. Вечером, да, оставляем бумажку до тех пор, пока не сбудется. Когда сбудется, можете ее выбросить. Ради бога. Стакан воды чистой выпиваем до конца. Все, на исполнение желания это действует так. Хорошо? Ну вот, давайте. Я очень желаю вам, чтобы все у вас, так сказать, гармонизировано было, да, в жизни. И все было бы приятственно. Поэтому давайте, работайте над своими эмоциями, трансформируйтесь, медитируйте. Очень хорошо сегодня. Прям возьмите какие-нибудь медитации. У меня, кстати говоря, кто не подписался, у меня там есть музыка для медитации. Там отдельный, по-моему, канал какой-то есть. Можете взять. Я специально мы подбирали, и можно там на экран это вывести, или просто на телефон смотреть и медитировать. Космическая музыка. Окей? Окей. Все, вопросы если какие-то будут, да, то пишите мне. Если нет вопросов у матросов, то... Хорошего вам сегодня дня. Спасибо сильно, спасибо и вам за Спасибо большое. И кому надо, приходите ко мне онлайн на индивидуалку. Если у кого-то вопросы там есть. Хорошо, пишите мне. Все, пока. Давайте, счастливо. Все, счастливо.